Недавно в Москве прошло одно из самых крутых мероприятий, связанных с исторической техникой – ретро-рейс. И вы на канале Даша Техник, и здесь регулярно выходят обзоры подобных мероприятий, мое мнение о них и обзор самых интересных экспонатов. Локация мероприятия выбрана неспроста. Здесь шикарный вид возле одного из символов Москвы – высотки МГУ, и она отлично придавала атмосферности мероприятию. А главная тема ретро-рейса – это московский транспорт, и подбор экспонатов отлично справился с задачей создания ретро-транспортной атмосферы. А на входе посетителей встречала экспозиция медицинского транспорта. Я не смогла пройти мимо автомобилей, имеющих родословную от ГАЗ-51, особенно после моего недавнего видео об этом грузовичке. ПАЗ-653 стал первой специализированной машиной, которой комплектовались станции скорой помощи в районных центрах и небольших городах, обслуживающие всякие поселковые поликлиники, роддома и тому подобное в послевоенный период. Кузов имел 2 двери и 6 окон и был довольно светлым. Погрузка носилок при необходимости осуществлялась через двухстворчатую дверь в корме. По левому борту располагались сиденья для медперсонала, а справа также были откидные сиденья. Еще были всякие ящички для медицинского инвентаря, и одновременно можно было везти 4 пациентов на носилках и 6 сидячих. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technik. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Отличие медицинской версии от серийного универсала ГАЗ-22 заключалось в перекомпонованном салоне с перегородкой кабины водителя, носилками, 2 складными сиденьями и матовыми стеклами окон санитарного отсека. Запасное колесо и шоферский инструмент хранились в нише проема задней двери. Кроме того, в целях повышения плавности хода, медицинские универсалы ГАЗ-22Б и ГАЗ-22Д имели шины и подвеску от обычного седана ГАЗ-21. А основная тема фестиваля – это пассажирский транспорт. И давайте взглянем на экспозицию, представленную Музеем транспорта Москвы. И, к сожалению, он до сих пор еще не открыт. И я специально охочусь за машинами, созданными на базе ГАЗ-51. И поэтому начнем мы с автобуса ЦАРМ. Специальные автобусы для курортов выпускались небольшими партиями на нескольких советских предприятиях. Самые известные из них – это центральные авторемонтные мастерские сочинского автотреста, где мелкосерийно производились автобусы ЦАРМ. Основой для модели стал грузовик ГАЗ-51А. На его удлиненном шасси с использованием узлов и агрегатов оригинала создавалась эта машина, и она имела 20 пассажирских мест. Могла развивать скорость до 70 км в час, а мощность двигателя составляла 70 лошадиных сил. Наиболее известный туристический маршрут, по которому курсировал ЦАРМ, это Сочи-озеро Рица, и в связи с этим за ним и закрепилось неофициальное народное название – Рица. Одно время открытый автобус был визитной карточкой самого популярного советского курорта, и производился он с 1955 года по 1962, и было выпущено всего 100 экземпляров. В Кургане выпуск автобусов КАВС-651 начался в 1958 году и продолжался на протяжении 15 лет до 1973 года. На базе автобуса были созданы и специализированные модели, а в 1971 году на заводе прошла модернизация. После этого выпускались модификации КАВС-651Б, отличающиеся наличием отопителя в салоне. А затем завод перешел на выпуск автобуса КАВС-685 на базе ГАЗ-5340. А это ЗИЛ-158, и это был самый массовый городской автобус в Советском Союзе в 60-х и 70-х годах прошлого века. Но отношение к этой модели, особенно поначалу, было очень критичным. Слабый двигатель, отсутствие усилителя руля, недолговечный задний мост, протекающие люки в крыше, неудачный материал обивки сидений – это только часть претензий к новому автобусу, выпуск которого начался на ЗИЛе в 1957 году. И это были не разговоры в курилке, а заметки с критикой модели регулярно появлялись в газете «Московский автотранспортник», издаваемой Мосгортрансом. Но почему же новый автобус встретили так холодно? Ведь ЗИЛ-158 во многом был компромиссной моделью, и для создания принципиального нового автобуса у ЗИЛа просто не было ни времени, ни ресурсов. И поэтому за основу взяли предыдущую модель ЗИС-155. Конструкция осталась неизменной, несущий кузов вагонного типа, 2 двери-шторки для пассажиров, расположенные спереди мотор, рессорные подвески всех колес, а силовой агрегат позаимствовали у грузовика ЗИЛ-164А. И в таком виде автобус делали до 1970 года, а на смену ему пришла модель ЛиАЗ-677.
С московских и ленинградских маршрутов ЗИЛы-158 исчезли в 1978 году, а в других городах эти машины работали до начала 80-х годов. Большой городской автобус, появившийся в 1946 году, стал не только одной из главных примет новой мирной жизни и возрождения разоренной страны, а для СССР он стал технической революцией. ЗИС-154 – это первый серийный отечественный автобус вагонной компоновки с передовым по тем временам дизайном. В общих чертах конструкция советского кузова повторяла американский образец марки Yellow Coach, он же GMC, хотя в деталях советские и американские кузова немного отличались. Американские машины делали в разных и по длине, и по набору агрегатов модификациях. Первый советский послевоенный автобус ЗИС-154 удивил не только передовым дизайном, но и смелой конструкцией. Однако дизель-электрическая заднемоторная машина получилась сложной и дорогой, да и автобусные парки не были готовы к обращению со столь необычной машиной. Зато следующая, более простая модель ЗИС-155 стала главным городским автобусом 50-х годов прошлого века и заложила основы следующих аналогичных моделей. ЗИС-155 оказался наиболее подходящей для 50-х годов конструкции, простой, дешевый и ремонтно-пригодный. А с 1949 года по 1957 изготовили 21 741 автобус. ЗИС-155 положил начало линии аналогичных городских машин производства ЗИЛ, а потом и ЛиАЗ. Автобусы с маркой АКЗ не столь хорошо известны зрителям, как, например, машины ЗИС, ЗИЛ или же ЛиАЗ. Выпущено их было всего немного, да и происходило это в конце 40-х годов и в начале 50-х. Свое обозначение АКЗ они получили по заводу-изготовителю, московскому заводу «Авторемонтный кузовной завод», Аремкуз, который находился в Москве на Кожевнической улице в районе Павелецкого вокзала. В фондах хранения коллекции московского транспорта Москвы находится единственный известный уцелевший автобус модели АКЗ-3, и он был реконструирован на основе оригинального кузова в начале 2000-х годов. У автобуса полностью отсутствовали передняя часть, остекление, салон, рама и шасси. Автобус был восстановлен к 2004 году, после чего уже почти 2 десятилетия он экспонируется в Москве. А выпуск нового отечественного автобуса ЗИС-8 на удлиненном варианте шасси грузовика ЗИС-5 был начат на Московском автомобильном заводе имени Сталина в 1934 году. Кузов автобуса с деревянным каркасом, обшитым металлом, но в связи с реконструкцией завода во второй половине 1936 года выпуск автобусов ЗИС-8 пришлось прекратить. Непосредственно заводом ЗИС было выпущено всего 547 автобусов этой модели. Одни его ласково называли «луноход» за характерную мягкую подвеску на пневмобаллонах, а для других он запомнился как автобус-скотовоз за набитое под завязку пассажирами в час пик душное нутро. Но как бы то ни было, булькающий раздолбанной трансмиссии ЛиАЗ-677 такой же символ эпохи, как и автомат с газировкой. Ведь при всех своих недостатках этот теплый ламповый автобус пробыл на конвейере без малого 40 лет, а это что-то да значит. Автобус-скотовоз использовался во всех городах Советского Союза, где был хоть намек на городское или же пригородное автобусное сообщение, а его бензиновый движок охотно лопал до 60 литров топлива на сотню и не давился. В салоне всегда было тепло благодаря специфике компоновочного решения с двигателем, установленным в передней части шасси, и при всех своих недостатках 677 был чертовски живучим транспортным средством. Шутка ли, в 90-е его сняли с производства, но из эксплуатации последний луноход вывели только в 2015 году. И, естественно, столь долгая работа в автоколоннах не проходила даром. Всем до боли знакомый булькающий звук, известный в народе как звон пустых бутылок, признак конструктивного износа. На 677-м коробка передач не соединена с двигателем в единый агрегат. Она установлена отдельно, под полом салона в районе первой двери, и связана длинной карданной передачей с мотором. Подвесные подшипники и карданные шарниры постоянно изнашивались, но менять их никто не спешил. Это приводило к вибрации вала и к ударным нагрузкам даже на холостом ходу. А это пазик первого поколения, и таких машин практически не сохранилось. Этот автобус уникален еще и тем, что подвергся некоторым доработкам на ремзаводе Аремкуз в 1965 году. И по сути этот автобус был утрачен, и понадобилось несколько лет кропотливой работы, чтобы восстановить его до идеального состояния. И, к сожалению, до наших дней пазы 652 практически не сохранились, а их нещадно списывали в утилизацию за ненадобностью и заменяя их новыми машинами. ЛАЗ-697М «Турист» считался комфортабельным автобусом. Его отличали регулируемый наклон спинки пассажирских сидений, большие окна и вентиляция. В салоне располагалось 33 сиденья для пассажиров и одно для экскурсовода,
А новая модель пришла на смену автобусам ЛАЗ-697Е, которые производили аж до 1970 года. От предшественника его отличала видоизмененная верхняя часть кузова, увеличенные боковые окна и отсутствие сзади воздухозаборника хобота. Забор воздуха для двигателя осуществлялся в новой модели через боковые дефлекторы. Серийные автобусы ЛАЗ-697М производили до 1975 года, а всего выпустили 7146 таких машин, а узнать их можно было по большой букве «Л», расположенной впереди по центру. РАВ-251 – автобус вагонной компоновки с деревянным каркасом и металлической обшивкой на удлиненном шасси ГАЗ-51. Первая самостоятельная модель РАФа, разработана в 1954 году Рижским автобусным заводом, а с ноября 1955 года началось серийное производство. Номер 251, согласно так называемой единой системе нумерации деталей, узлов и агрегатов и модели автомобилей, изначально предназначался для Новосибирского автомобильного завода, который был передан в ведение Министерства химической промышленности и уже достроен как Новосибирский завод химконцентратов. А в 1959 году в связи с передачей заводу РАФ диапазона индексов моделей с 975 по 999 модель переименовали в РАФ-976 и передали на Рижский авторемонтный завод номер 1. И фактически с этого момента автомобили производились на втором Рижском авторемонтном заводе АРЗ номер 2, как РАФ-976, с незначительно измененной оптикой, и до начала 60-х годов, после чего их вплоть до 90-х годов там производился их капитальный ремонт, и в том числе и замена кузова на новый. Ну а в целом мероприятие в Москве получилось довольно насыщенным. Например, в перерывах между осмотром экспонатов можно было понаблюдать за стартом ралли на ретро-автомобилях. И у меня на канале есть подробное видео о другом таком ретро-ралли, которое проходило в позапрошлом году. И в плане интересных автомобилей оно тоже было более представительным. А на старте ралли на фестивале Retro Race в 2024 году из интересного для меня была лишь, наверное, только победа и, возможно, Нивы ранних образцов. И, к сожалению, на старте машины были расставлены слишком плотно, и невозможно их было нормально обойти и подснимать. В любом случае, я очень рекомендую попасть вам на место старта ретро-ралли, поскольку это довольно зрелищное мероприятие. И есть небольшой недостаток по сравнению с прошлыми ретро-ралли, где я была. Тут не было спецучастка для фотосессий, и на фестивале автомобили просто стартовали и просто ехали по своему маршруту. Так что интересных кадров у меня толком и не получилось сделать. И, кстати, примерно месяц назад в Петербурге проходило подобное мероприятие, посвященное питерскому транспорту. И, судя по фото оттуда, оно было круче московского аналога. Причем там проходил парад старых грузовиков и автобусов, и в том числе довольно редких экземпляров, таких как Татра или Прага. А коммунистические грузовики я очень люблю, и вы это можете заметить по моему каналу Dasha Models. Также там была выставка самых современных образцов общественного транспорта, которая планируется эксплуатировать в северной столице. Так что Собянину есть там чему поучиться. И вот такой репортаж с фестиваля Retro Race у меня получился. А если вы хотите видеть больше подобных видео, то подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А деятельность мою можно поддержать через сервис Boosty. Ссылочка будет в описании. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.